Гастрит себе заработать за новогоднюю ночь невозможно, еду запивать можно. Хороший тост, друзья! Выпил алкоголь, выпил уголь. Одной таблетки достаточно после порции алкоголя взрослому человеку. Может делать, что хочет, танцевать с бубном там, и так далее, все равно ему будет на утро плохо. Есть ли какие-то вот чудо-средства? Такого не бывает. Каждый из нас давал себе обещание перед тем, как сесть за новогодний стол. Есть, да, ощущение легкого чувства голода, много не пить, чтобы встретить следующий год другим человеком, заправить шубу не майонезом, а термостатным йогуртом, ну или вообще есть только мандарины и запивать их травяным чаем. Поставьте лайк, если в итоге вы находили себя на утро с больной головой и несварением желудка. И тут же, открывая аптечку, вспоминали знакомый слоган про незаменимого помощника желудка, или помните, в животе ураган, принимая сами знаете что, но легче почему-то не становилось. Сегодня мы не будем рассказывать о том, что нужно мало есть в новогоднюю ночь, а обсудим те советы, которые точно не помогут. И, я надеюсь, найдем здоровую альтернативу вместе с гастроэнтерологом Александром Приказчиковым. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну что, в канун Нового года, я надеюсь, что гастроэнтеролог нас обрадует хоть чем-то. Будем помогать спасать животики. И разрешите уже нам, наконец, Всё селедку есть. закусывать Конечно, оливье? 100%. Отлично, это прекрасно. Ну что ж, дорогие друзья, легкий новогодний выпуск. Смотрите его до конца. Мы обязательно дадим классные советы о том, что действительно вам поможет справиться с несварением желудка, а что не поможет. И, естественно, когда нужно обращаться уже серьезно за медицинской помощью. Обязательно. Итак, много советов в интернете от врачей, кандидатов наук о том, что конкретно нам может помочь переварить новогодний стол. Я предлагаю, знаете, как поступить? Я вот буду зачитывать эти советы, не называя имен, чтобы никого не обижать, а вы мне скажете, поможет это? Если нет, то дадите нам здоровую альтернативу, а то мы салаты уже все здесь режем, в конце концов. Хорошо, вот такой совет от врача. Рекомендует нам доктор примерно за полчаса перед тем, как сесть за новогодний стол, выпить стакан воды и принять препараты, улучшающие пищеварение и блокирующие метеоризм и изжогу. У меня первый вопрос. Что это за препараты? Мне нужно выпить за полчаса перед тем, как я начну есть оливье. В каком количестве мне их нужно выпить и действительно ли они мне помогут есть всю ночь и на утро хорошо себя чувствовать? Ну, смотрите, начать со стакана воды. Что это имеется в виду? Когда вы пьете стакан воды, у вас может снижаться чувство аппетита. На фоне того, что вы пили стакан воды, вы просто можете меньше съесть, по факту говоря, а не, опять же, не наедаясь до какого-то изнеможения. Вот. Что касается препаратов, базовый препарат это эспумизан, да, который используется, симитикон, собственно. Вот. В чем суть? Если его начинать принимать до какого-то приема пищи, особенно когда продукты содержатся с высоким газообразующим свойством, тогда он может помочь. То есть это вот либо до еды, либо непосредственно вот в процессе еды можно выпить, либо чуть-чуть после еды, но уж после еды, возможно, уже и не поможет в целом. Вот, это действительно может помочь, но, опять же, эспумизан, он помогает не всем. Да, то есть это такая, есть исследования по нему действительно, что он может помочь, может нет, но выпить его можно, вреда от него точно никакого, собственно, не будет. Вот, это первый момент. Касательно момента препаратов, блокирующих изжогу, Да. ну тут, наверное, и доктор имел в виду некий омепразол или что-то еще. Опять же, выпить-то можно, выпить можно что угодно, по сути говоря, но если вы никогда этим не страдали, как бы не факт, что это у вас появится. А если изжога появилась, вполне себе можно после того, как она появилась, принять какой-либо антацид. Фосфолюгель, Маалокс, Гивискон там, и так далее. То есть симптоматически это можно принять. То есть заранее принимать эти препараты нет никакой нужды, потому что есть вот препараты, которые впоследствии могут эту изжогу просто погасить. То есть не обязательно прям что-то заранее пить. Вот. Что касается болевых... Улучшение пищеварения. Вот. Препараты, которые улучшают пищеварение. Это что за препараты? Я полагаю, здесь имеется в виду ферменты по типу мезима, криона там, и так далее. Да? Вот. Здесь больший эффект плацебо на самом деле у людей, потому что если у человека здоровая поджелудочная железа и нету недостаточности ее функции, то есть она выделяет достаточное количество ферментов в обычной жизни, то нет нужды сверху принимать какие-либо ферменты, чтобы улучшить это пищеварение. То есть
Кто-то, когда принимает фермент, он чувствует, правда, себя лучше. Но это чаще связано с эффектом плацебо на самом деле. Ничего здесь такого специфического нет. Поэтому, если вы знаете, что вы там садитесь за новогодний стол и вам от этого лучше с ферментами, пожалуйста, принимайте, противопоказаний к этому нет. Отлично, хорошо. У меня первый вопрос. Вы сказали продукты, которые образуют газы. А что такого на новогоднем столе у нас может поспособствовать тому, что у человека появятся газики? Ой, да это большое количество продуктов. Например, если мы берем оливье, то это горошек 100%, который там есть в составе. Это может быть колбасные изделия. Но не за счет самой колбасы, то не за счет самого мяса, а то, что может быть там какие-то примеси, там всякие пшеницы, кунжута. Там, то есть, опять же, там большое количество, вот обычно пишут на этикетке, с какими-то следами чего-то, чего-то, чего-то. Да. Вот, и вот эти вот чего-то, чего-то, чего-то вполне себе могут вызывать вздутие. Потом это лук-чеснок, это база. То есть лук-чеснок это два самых сдувающих продукта. Они есть на каждом новогоднем столе. Термически обработанные. Вообще без разницы абсолютно, как они будут там в супе, если суп подается, или там где-то сварено, или что-то еще. Все, он пустил свои корни в это блюдо, и никуда он не денется. Даже если, допустим, луковицу кинуть в суп, сварить ее, потом луковицу достать, все, суп отравлен луком. Никуда это не денется. Вот, поэтому это актуально, в принципе, для любого новогоднего стола, потому что так или иначе лук и чеснок добавляется везде, и вот поэтому любой газообразующий продукт, точнее, любой газообразующий продукт, который мы съедаем, будет купирован из пармезана в целом. Но есть и другой простой банальный способ, просто пропукаться, в общем-то, все. Если мы понимаем, что мы съедаем много, есть чувство переполнения, лучше встать, прогуляться, выпустить газы, условно говоря, и все. И на этом как бы тоже, это тоже является облегчением ситуации. То есть просто бросить банально есть, встать из-за стола, хоть какие-то шаги, может потанцевать хотя бы, да, заново. Вот, и это, соответственно, тоже будет помогать. Слушайте, классная история, на самом деле, о том, как это сделать, конечно, другой вопрос. Ну да ладно, я думаю, у каждого есть свой рецепт. Кстати говоря, если у вас рецепт такой имеется, то есть как все-таки выйти из-за новогоднего стола и совершить какое-то действие, пожалуйста, напишите, нам всем очень интересно, как вы делаете это. Хорошо, док, поехали дальше. Второй совет. Значит, тоже доктор советует, как не переедать, да? Поставьте на стол все, но в дегустационных дозах. Еду лучше запивать минеральной водой без газа или морсами без сахара. Что скажете по поводу этого салата? Советы, да, я понял. Вот, ну тут смотрите, опять же, вот вы там поставите, условно говоря, 20 блюд в дегустационных размерах. Но все равно, когда вы начнете есть одно, второе, третье, четвертое, пятое, вы все равно можете переесть, даже если это будет дегустационный размер. То есть размер вот этой порции не ограничивает вас того, что вы можете съесть больше в любом случае. К примеру, опять же, если там семья, допустим, из 20 человек, и что, вот на всех поставить дегустационные порции, ну это как бы сомнительная такая история, никто так обычно не готовит. Но даже если представить, что есть вот на всю семью есть дегустационные порции, все равно они должны быть в ограниченном размере, чтобы вы не переели. А если будет много блюд и много этих порций в виде дегустации, все равно переедание случится. Здесь, знаете, даже какой, наверное, вопрос вот и у меня, и я уверена, у нашей аудитории по поводу того, что мы там запиваем или не запиваем еду. И вот одни эксперты говорят, что да запивайте, ничего там с вами не случится, а другие говорят, да вы что, вода и еда это вообще две разные вещи. Точно. Как на самом деле происходит? Вот, кстати, на самом деле хороший вопрос. Еду запивать можно, да? Вот я вас обрадую, что еду запивать можно. Почему? Вот, то есть, допустим, если у нас какая-то твердая пища, но лучше ее запить, нежели ей давиться. Единственная рекомендация, по большому счету, к воде, допустим, на какой-то вот небольшой кусочек еды не запивать литром воды, это условно. Просто вот вода нужна для того, чтобы просто разбавить и смочить, соответственно, еду, чтобы ее легче было скомковать и дальше, чтобы она прошла по желудочно-кишечному тракту. А если, допустим, условно говоря, мы берем какой-нибудь бутербродик и потом сверху еще там 2 кружки чая пьем или чего-то еще, любой другой жидкости, неважно какой, у нас просто растянется желудок, и потом он начнет... желудок не любит быть растянутым, и он начнет схлопываться. И когда он начнет назад, то есть, условно, ну пусть будет схлопываться, да, вот, а тогда просто еда пойдет обратно, с водой, соответственно. Ну, то есть будет заброс, так называемый рефлюкс, изжога и все прочее. Поэтому, когда мы едим, мы запиваем умеренным количеством, просто чтобы нам было комфортно это жевать и глотать, собственно. Вот и все. Когда, доктор, вы сказали, еду запивать можно, я хотела сказать, хороший тост, друзья. И те, кто режет салаты, прямо сейчас сделайте это, потому что у нас возможности с доктором нет.
У меня вопрос такой, а если мы еду вот такую, ну, на самом деле, будем откровенны, не самую здоровую, такую жирноватую, будем запивать каким-то алкоголем, это поможет лучше этой еде перевариться? Ну, по сути, смотрите, жирная еда сама по себе, она уже более мягче, то есть, да, условно говоря, то есть, и, ну, к примеру, если мы берем масло, то все это просто именно за счет того, что это как бы смазано маслом, будет лучше проходить, да, по желудочно-кишечному тракту, но это сложнее переваривать нашему организму, особенно избыток жирной еды. И если мы начинаем жирную пищу употреблять с алкоголем, то это риск острого панкреатита, как раз-таки, вот состояние, которое заканчивается иногда госпитализацией, собственно, точнее, иногда, а всегда, если это действительно истинный острый панкреатит, это всегда заканчивается госпитализацией. Вот, поэтому мы должны, опять же, вот и когда мы касаемся именно жирной пищи и алкоголя, нам надо постараться здесь себя немножко сдерживать. То есть здесь универсальных советов, как себе помочь, нет, но тут надо просто понимать, что избыток алкоголя плюс жирной пищи может спровоцировать приступ острого панкреатита. Вот это на самом деле лично мой самый большой страх в Новый год. И если у вас такое же есть опасение, друзья, если вы боитесь каких-то острых состояний, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментарии, чего вы боитесь, или, может быть, с вами случались такие истории. И прямо сейчас, перед тем, как перейти к следующему совету, я хочу попросить вас назвать 3 самых опасных сочетания, которые мы можем встретить на новогоднем столе и которые могут действительно привести к острому состоянию. Ну, давайте, наверное, самое банальное. Любой крепкий алкоголь, водка там, чего пьют, виски, ром, там что угодно. Ну, потому что, ну, давайте возьмем водку, условно говоря. Водка — самый базовый продукт, водка-коньяк, например. Вот, с любой жирной пищей, то есть это может быть жирная курица, жирная рыба, соответственно, все, что такое готовится в жиру. Буженина какая-то, да, допустим. Опять же, зависит от ее диетической, в общем-то, структуры самой по себе. То есть много ли там жира в составе или немного. Просто, может быть, она более свинина, как правило. Ну, если свинина, да, Да. вот как раз таки, вот любой крепкий алкоголь плюс жирное мясо, это стопроцентный риск уже определенный появляется. Ну, то есть вот как если мы возьмем какие-то летние праздники, это там крепкий алкоголь плюс шашлык, какую аналогию проведем с Новым годом, то есть крепкий алкоголь плюс буженина та же, например, плюс свинина в целом, да? Вот мясо по-французски любят же готовить, то есть картошка, свинина, майонез там куда-нибудь еще, и вот получаем как раз-таки такую историю. Хорошо, первое сочетание водка и какое-то жирное горячее. Что еще? Вот, а дальше идут, наверное, менее опасные сочетания, но которые могут сильно раздуть вас, условно говоря. Вот если съесть любые блюда, опять же, с избытком чеснока и лука, мы неминуемо получим вздутие. То есть в любом случае, то есть мы очень плохо ферментируем вещества, которые содержатся в луке и чесноке, и из-за этого у нас может возникнуть сильное вздутие, которое вызовет болевые ощущения. Вот такой вариант. И третий вариант, наверное, такой менее очевидный, но тоже на столе новогоднего очень много. Это яблоки. Яблоки, груши и так далее. Тоже суть как раз-таки в газообразовании. Чем больше мы едим черного хлеба, яблок, там, условно говоря, груш и так далее, вот таких фруктов, тем сильнее у нас будет вздутие, соответственно. Слушайте, это очень интересно. Да, вот поэтому люди как бы очень часто думают, что фрукты всегда полезны, фрукты не вздувают, точнее, фрукты не вредят, а по факту говоря, избыток вот этих фруктов вполне... Вот яблоки, груши, бананы обычно на Новый год точно стоят. Мандарины не являются вздувающим продуктом, поэтому мандарины можно есть, но не без ограничений, конечно, тоже не килограмм мандаринов, естественно. Вот. А вот яблоки, груши, бананы, наверное, на каждом столе присутствуют, мне безусловно, кажется. Безусловно. Вот, поэтому... А есть какой-то лайфхак у врачей-гастроэнтерологов, что они советуют своим пациентам? Ну и давайте честны, вы же тоже люди, вы же тоже Новый год отмечаете с селедкой под шубой, правильно? Да. Вот, тут смотрите, история заключается в том, что вздутие, как таковое, возникает не у всех, либо не всем оно доставляет дискомфорт само по себе, потому что более простой мужчина может действительно пойти и выпустить газы, как бы все, и все хорошо, а женщины могут этого не делать, и у женщин чаще могут быть с этим проблемы. Это раз. Что можно сделать, чтобы, опять же, этого избежать? Тот же симетикон, то есть это эспумизан и любые другие торговые названия, которые зарегистрированы как лекарственные препараты, сабсимплекс там и так далее, можно использовать для того, чтобы снизить риск вот этого вздутия как раз вот перед новогодним столом, перед приемом блюда вот такого, которое содержит газообразующие продукты, можно, соответственно, использовать.
И еще очень важная история, прорекламирую наш Telegram-бот, чтобы понять, вздувает конкретный продукт или нет. У нас с коллегой Егором Язевым есть Telegram-бот, называется «Доктор Кисель». Вы всегда можете туда зайти, сфоткать прям ваше блюдо, и доктор вам выдаст экспертное мнение, вздует это блюдо или не вздует. Прям фотку можно отправить, и, все, и он даст свою рекомендацию. Доктор, это классно, на самом деле я рекомендую, я уже затестила ваш Telegram-бот, это очень удобно. А что касается острого панкреатита, ведь мы же все знаем, есть специальные ферменты, панкреатинин, да, ну, панкреатин, да, то есть это тот же мизим, условно говоря. Да. И как раз-таки люди закупаются им так же активно, как зеленым горошком перед Новым годом. Это поможет? От острого панкреатита нет. Не поможет. То есть, если приступу острого панкреатита суждено случиться, ферменты от этого не защищают. Ферменты вообще в целом в практике гастроэнтеролога назначаются только в одном случае. Если мы знаем, что у пациента хронический панкреатит, и он пожизненно принимает эти ферменты. То есть поджелудочная железа работает 24/7. У нее нету выходных, там, перерывов на обед и так далее. Если у человека есть недостаточность функции поджелудочной железы, он обязан пить ферменты пожизненно в больших дозировках. Не знаете, как вот покупают там таблетку мизима выпили, и 2 недели пропили, и все, поджелудочная выздоровела. Такого не бывает. То есть вот эта вся история с ферментами, она построена больше на эффекте плацебо, вот само по себе. Есть несколько исследований, которые говорят, что ферменты чуть-чуть помогают там расщеплять липазу, условно говоря, то есть липиды, то есть выделяют фермент липазы и расщепляются жиры, условно говоря. Вот, но эта история еще требует изучения, потому что здесь нету точно доказанной какой-то базы. Поэтому ферменты, если вам помогают, это не более чем эффект плацебо. Отлично. Но принимать их можно, вреда от них точно не будет. Поэтому если вы знаете, что вы при застолье там каком-то всегда закидываете ферменты в себя, и вам легче становится, пожалуйста, вообще никаких противопоказаний здесь нету. Хорошо, мы переходим к следующему совету, и вот здесь как раз-таки от вздутия живота традиционно почему-то рекомендуют активированный уголь или фистал. И вот якобы лекарство снимает стресс от обильного приема пищи, в том числе в ночное время. У меня дополнительный вопрос по поводу активированного угля какой? Я хочу тоже, чтобы вы прокомментировали и это средство любимое, да? Можно ли все 10 дней это делать? Потому что, мы привыкли как? Не правильно, 31-го сели, да, 9-го встали, 10-го встали. Во-первых, уголь и такое застолье, это действительно может помочь? Ну, в какой-то степени да, то есть уголь это сорбент само по себе, и то, что там какие-то вот опять же там алкоголь будет, что-то еще, если бы, то есть так никто не делает, мне кажется, скорее всего, но если человек там, допустим, будет пить смек, то активированный уголь там и так далее, то есть вот, условно говоря, выпил алкоголь, выпил уголь, выпил алкоголь, выпил уголь, если он будет на каждую порцию алкоголя пить уголь, возможно, у него похмелья будет меньше, в принципе, и всасываемости вот алкоголя самого по себе, то есть распад его, будет менее выражен как таковой. Но по факту говоря, я что-то не думаю, что кто-то после 2-3 рюмки будет постоянно уголь съедать. Ну, то есть, как бы здесь вот такой момент. Если пить его после каждого приема алкоголя, возможно, какой-то эффект будет. Опять же, это не стопроцентный эффект, но вот теоретически предположить можно. Но по факту говоря, это, конечно, далеко от истины. Ну, никто. Я ни разу не встречал, чтобы хоть за одним новогодним столом человек с углем сидел и после каждой порции алкоголя заедал это углем. Я так один раз попробовал делать, это неудобно. Просто неудобно. Ну, слушайте, вдруг у нас найдутся такие ответственные люди. Если найдутся, расскажите, одной таблетки достаточно после порции алкоголя взрослому человеку? Нет, ну смотрите, там вот условно говоря, если мы берем там приблизительное значение, что 10 таблеток надо где-то у нас получается на сколько там, то есть таблетка на 10 килограмм, да, получается, но вот условно говоря, если там человек, сколько весит, пускай будет 60, ну, по 6 таблеток он будет пить постоянно, условно говоря. То есть ему же надо получить свойства именно сорбента самого по себе. И вот эта одна таблетка угля, ну, опять же, да, тут у всех организмы разные, и сложно подогнать, что прям у всех одна таблетка на 10 килограммов. То есть, условно говоря, если человек там за вечер выпьет там 2 блистера активированного угля, то есть 20 таблеток, к примеру, возможно, этот эффект какой-то даст, по сути говоря. Но тут мы тоже не делаем прям общую ставку, потому что, к примеру, если у человека ему генетикой не суждено было заработать от родителей алкоголь-дегидрогеназу, это фермент, который расщепляет алкоголь, может делать, что хочет, танцевать с бубном там, и так далее, все равно ему будет на утро плохо. Вот и все. То есть как бы здесь все зависит от порции выпитого, так или иначе. Если он просто понимает, что он уже все перебрал,
лучше остановиться и начать пить воду усиленно. То есть, там, допустим, поставили перед собой, то есть, вот если все, состояние опьянения уже такое, что вы понимаете, что дальше пить уже, эта дорожка просто уже в рвоту. Или в салат. Или в салат, да. Вот, тогда, соответственно, просто лучше остановиться и начать пить воду, чтобы как раз-таки хотя бы разбавить вот, концентрацию алкоголя в кишечнике и затем в крови, чтобы отравление было меньше. А что касается таблеток в течение 10 праздничных дней? Пожалуйста, то есть и ферменты, и алкоголь, и активированный уголь можно принимать, по сути, по своей. Но тут, опять же, если мы понимаем, что если мы готовы прям 10 дней есть жирную пищу, тем более, если эта пища будет оставлена с 31 числа, и потом еще она все время портится, то в какой-то момент это может быть и кишечная инфекция, и тот же панкреатит может настигнуть, соответственно, в дальнейшем. Потому что вот эта вот пища, которая пропадает, это риск кишечной инфекции, конечно же. Да, безусловно, я думаю, что стоит сказать о том, что новогодние салаты мы можем доедать только 1 числа. Смотрите, условно говоря, надо еще понимать вопрос в их хранении, да? Обычно как это бывает? Человек, к примеру, там берет ложкой, зачерпывает, кладет себе. Вот, если на эту ложку хоть какие-то слюни попадают, то это облизнуть эту ложку решила, потом нырнул ее в салат обратно. Ну или хозяйка попробовать, достаточно ли соли вот. там у меня? Все, да? Это бактерии, то есть пущенные уже, и этот салат надо, конечно, до 1 января уже, то есть от 1 января надо доедать его и все, потому что чем больше, там, условно говоря, биологической жидкости будет, бактерии начинают плодиться, естественно, и салат начинает пропадать просто-напросто, поэтому... Ну а если в этом салате полежал уже кто-то из ваших Да, родственников, друзья, то давайте мы уж обойдемся без этого. Хорошо, вы знаете, какой совет меня еще вот здесь удивил? Применяем в эти дни, в эти 10 дней, желчегонные настои и капсулы с едой, а лучше за 30 минут до. Если такого опыта не было, то лучше в праздники не начинать, В общем, что это за желчегонные капсулы и настой? Это что такое вообще? Ну, я полагаю, что, во-первых, мое отношение к желчегонным препаратам на самом деле, оно одинаковое всегда, они просто бесполезны по своей сути, да. Тут, возможно, если речь идет о лекарстве, то это урсасан. Урсасан, то есть очень часто они по показаниям принимают. Это отличный препарат, но принимается он, к сожалению, не так, как должен приниматься. Многие врачи его назначают абы когда. Вот. Но тут может быть какие желчегонные препараты? Аллахол, хафетол, артишок, то есть по большому счету, какая-нибудь расторопша, что там еще у нас желчь гоняет, какие-то зверобои, тысячелистники и все прочее. Вот. Я не рекомендую это никогда делать. То есть, условно говоря, я не понимаю, зачем гонять желчь. То есть, если у вас есть желчный пузырь, то у вас есть желчь, которая будет выделяться на каждый прием пищи, особенно жирной пищи. Если желчного пузыря нет, и вы начнете есть жирную пищу, вы вполне вероятно закончите просто диареей и будете сидеть в туалете, потому что чем больше вы съедаете жирной пищи, тем выше риск того, что она не успеет у вас всосаться обратно в тонкой кишке и пройдет в толстую кишку, вызывая диарею. Кстати, вот тут стоит упомянуть, что желчегонные средства по большей части бесполезны, потому что 90% желчи в конечном отделе тонкой кишки, то есть отдел, который перед толстой кишкой, всосется обратно в кровоток и вернется обратно на свое место. Поэтому пейте, не пейте желчегонные, желчь вы далеко не прогоните, она все равно вернется в свое русло. Вот, поэтому вот этот совет, я его в принципе не могу даже на полезный заменить, потому что он просто бесполезен. Хорошо, поехали дальше. По поводу жирной пищи. Вот некоторые у нас умельцы рекомендуют закусывать мандаринами и ананасами, якобы говоря о том, что это растительные ферменты, которыми не могут похвастаться другие фрукты, то есть кислые сорта мандаринов, якобы они облегчают работу желудка. Что скажете, сколько мандаринов нужно съесть? Смотрите, я бы здесь сделал вот такой вот важный акцент, что в идеале, чтобы вся пища была уравновешена. Если мы понимаем, что мы едим много жирной пищи и мало, допустим, растительной, действительно, то желательно алкоголь плюс жирную пищу уравновешивать какими-то салатами, именно прям свежими салатами, то есть не с майонезом и всем прочим, то есть это могут быть помидоры, огурцы, мандарины, пожалуйста, те же яблоки, груши, то есть, соответственно, вот этой клетчатки, чтобы ее было больше, то есть, потому что это тоже будет нивелировать свойства вот этой еды, которая более, скажем, более вредная в новогоднее время. Вот. Но, опять же, я тоже сидел, рассуждал, и вот я всегда себе представлял вот этого человека, который запивает оливье шампанским, например, и потом еще грушу вот так вальяжно, не знаю. Или ананас. Или ананас, да. Но ананас хотя бы ладно, просекко с ананасом, может быть, кто-то, конечно, использует.
Вот, но по факту говоря, это больше как сюр выглядит на самом деле, чтобы вот человек ел жирную пищу, запивал алкоголем, и потом еще яблочко он зажевывал как бы. Но такой совет, то есть, условно говоря, мы едим много белка и жира, например, и едим мало клетчатки, нам надо докладывать клетчатки. Мы едим много жира и углеводов, нам надо докладывать белок тогда. То есть, вот желательно, вот знаете, есть принцип гарвардской тарелки, то есть вот половина приема пищи это овощи, четверть это белок, четверть это углеводы, соответственно. И желательно все вот в таком формате употреблять. Если вы понимаете, что вот, допустим, переводя там на Макдональдс, с языка Макдональдс, если вы, допустим, съедаете бургер, положите туда еще хотя бы там где-то несколько овощей и съешьте вместе. Это будет более уравновешенная еда, нежели чем просто вот этот бургер съесть. Если касается оливье, то же самое. Положите туда побольше, то есть белка там мало в оливье, там больше жира, естественно, больше жира. Колбаса в колбасе тоже больше жира, который добавляется, условно говоря. Вот, ну тоже смотря с чем оливье готовить. Кто-то с говядиной, может быть, готовит. Или с курочкой Или вареной. с курочкой вареной, да. Все зависит еще от приготовления. Если колбаса, то мы едим мало клетчатки, 100% там мало клетчатки и мало белка. Вот это можно доложить из каких-то других. То есть, опять же, если вы делаете, допустим, оливье жирное, то приготовьте, например, что-то более такое, скажем, диетическое. Например, там курицу тоже не зажаривайте, а, например, запеките просто без большого количества специй, без большого количества каких-то там дополнительных маринадов. Просто вот чтобы была, вот чисто белок у вас стоял такой, вот какое-нибудь куриное филе, просто запеченное, там, может быть, с какими-то там паприкой, условно говоря, солью, перцем, и все, этого достаточно вполне будет. И какие-нибудь свежих овощей тоже положите, чтобы у вас, соответственно, ферментированные овощи, то есть имеется в виду там огурцы ферментированные, помидоры, там все то, что закручивает, закрутки всякие. Это неплохо в целом, но это тоже вызывает газообразование. И если, допустим, есть жирную пищу и заедать это продуктами, которые вызывают газообразование, это вот такой вот бум, соответственно, происходит. И жира, и газа. Слушайте, мы сказали вот очень классный совет, большое спасибо относительно вот запеченной курицы. Я вообще, дорогие хозяйки, всем очень рекомендую, если вы до сих пор не поставили курочку в духовку или на плиту, смотрите, мы же можем действительно с вами запечь. Такая же вкусная корочка у нас с вами получится, но блюдо будет уже чуть полезнее. Да. Доктор, сказали про крепкий алкоголь, вскользь упомянули игристое, как официальный спонсор этого праздника. Да, но тем не менее, есть такое мнение у людей, что хорошее сухое вино способствует качественному пищеварению. Так ли это? И если да, то хочется деталей. Смотрите, тут касательно, во-первых, хорошего любого вина, любого сухого вина. Мы, как правило, люди, не все хорошо ферментируем фруктозу. То есть в вине есть глюкоза, есть фруктоза, соответственно. Чем вино суше, тем меньше там глюкозы, а соответственно больше фруктозы. И вот когда глюкозы мало, а фруктозы много, мы плохо ее ферментируем, то есть усваиваем по большому счету. С каждым выпитым бокалом вина сухого у нас все выше и выше риск вздутия. Опять же, вздутие все упираемся, да? Вот, поэтому за счет чего может пищеварение нормализовываться? Ну, как бы нормализовываться? За счет того, что человек расслабляется, перестает нервничать, сидит, отдыхает, как бы, и все у него в порядке проходит. Седативное действие такое, скажем. Вот, но с каждым выпитым бокалом увеличивается риск, опять же, той же боли в животе, вздутия и дискомфорта, послабления стула и так далее. Поэтому тут все упирается в объем, опять же, да, вот, поэтому если мы выпьем там, условно говоря, 1-2 бокала сухого вина, будет окей. Чем выше порция, тем уже, соответственно, риски мы не можем предсказать, потому что у каждого человека это по-разному. Ну и плюс нарастает, опять же, алкоголь в крови, и интоксикация, и все неприятные моменты. Хорошо, тут же хочу уточнить по поводу опасений. Вот, например, мои родители этого боятся, что якобы ой-ой-ой, много есть не буду, там, ладно, с этим несварением или метеоризмом как-нибудь переживем, ничего страшного, а вот, не дай бог, гастрит там себе заработаю. Что говорят современные гастроэнтерологи по этому поводу? Можно ли заработать себе гастрит за новогоднюю ночь? Смотрите, гастрит себе заработать за новогоднюю ночь невозможно, но если съесть, опять же, каких-то избыток продуктов, может быть индивидуальная реакция какая-то, что какие-то боли появятся. Опять же, очень будет сложно сказать, боли это связано из-за газов, или это боли связано просто потому, что моторика нарушается, потому что из-за большого количества еды моторика может тормозиться, и поэтому возникают неприятные ощущения. Но гастриты и язвы, самое главное, не заработать. Вот это стоит понимать, что язвенная болезнь едой никакой не провоцируется, в том числе острой едой. Отлично, поехали дальше. Вы сказали такое триггерное для меня слово, это слово боль. Вот не дай бог там Новый год с 31 на 1, все боятся, ой-ой-ой, не дай бог в больницу попаду. Какая боль сигнализирует человеку о том, что пора доставать телефон и звонить 03?
пигастрий. А какая боль, ну, условно безопасна? Можете вот прям локацию ее нам Да, тоже показать? обязательно, обязательно. Смотрите, во-первых, сейчас небольшой экскурс в том, что когда мы вызываем скорую, когда мы не вызываем скорую. Всегда, то есть, условно говоря, если у нас не открывается профузная рвота, профузная диарея, то есть не прекращающаяся вот в момент новогоднего стола, в принципе, любую боль можно потерпеть 1, ну, максимум 2 часа. Вот, допустим, если симптоматическая терапия, там, обезболивающие, спазмолитики и так далее, которые, может, там, ножпы всякие, да, ибупрофены, не помогают, все, мы не ждем до утра, не надо ждать до утра. Вот эти 2 часа себе дали, не помогает ничего, а боль нарастает, тогда, соответственно, все, берем телефон и поехали в больницу. Теперь, касательно по болям, да, самые частые, наверное, появления боли, это у нас правое подреберье, левое подреберье и эпигастрий. Берем правое подреберье. Здесь, в принципе, у нас 2 как таковых явления, которые в новогоднюю ночь могут нас спровоцировать. Если у вас есть желчекаменная болезнь, если у вас нету желчного пузыря, у вас может появиться так называемая желчная колика. Как она протекает, желчная колика, по сути, по своей? То есть боль после еды через 1,5-2 часа начинает нарастать, вот так вот, выходит на плато, держится вот так на плате на каком-то, и потом вы вызываете скорую помощь, они, например, там колят какой-нибудь укол, потому что боль настолько сильная, что вы в любом случае скорую вызовете. Они колят, например, там какой-нибудь диклофенак, индометацин или что-то еще, какой-то препарат, кетарол, там, например, все, боль спадает. Все, вот это была желчная колика. Если боль, она вот такая, то есть наросла, потом спала, наросла, спала, это, скорее всего, кишечная колика. Вот здесь как раз-таки это из-за газов, скорее всего, происходит. Здесь как раз-таки можно принять любые препараты по типу там метиоспазмила, дюспаталина, бускопана, дицетила, огромное количество, да даже банальная ножпа, в принципе, сюда подходит, вот, чтобы просто снять эту боль. То есть ножпу там можно принимать не как 2 таблетки обычно принимают, а там, по-моему, максимальная суточная доза ножпы это 240, по-моему, миллиграмм, а в одной таблетке 20 или 40 миллиграммов, соответственно. Поэтому вот если таблетка 40 миллиграмм, до 6 таблеток мы имеем право принять, чтобы снять эту боль. Вот. Что дальше? Есть еще почечная колика, которая тоже может быть у людей, особенно если у них есть мочекаменная болезнь. Вот это зачастую, она похожа на кишечную, но она сильнее по своей интенсивности. То есть если кишечная, скажем, вот так доходит, то почечная вот так и спадает, соответственно. То есть она сильнее по своему качеству. Ну то же самое, вызываем скорую, колят ножку, если все проходит, ну значит тогда на следующий день уже или через какое-то время идем обследоваться и смотреть, что там с Если с почками. левой стороны болит. Вот. Теперь, если с левой стороны болит, чаще всего здесь болит как раз-таки кишечник. Вот, как раз-таки раздутый от газов кишечник в левой стороне, и люди думают, что все это панкреатит. 99%, что это не панкреатит, а кишечник, соответственно. Принимаем, опять же, мы спазмолитики. Если не помогает, то 0,3 и поехали. Как болит панкреатит? Как болит панкреатит? Невыносимо больно. В общем-то, вы, соответственно, берете за живот, все, ложитесь, и что бы вы ни делали, боль даже ни на секунду вас не отпускает. При деле НПВС могут чуть-чуть помочь, а могут не помочь. Приступы панкреатита даже могут сниматься трамадолом, то есть уже опиоидным анальгетиком, соответственно, то есть потому что боль реально сильная. Вот, поэтому ни с чем не спутать, скорее всего, но поскольку человек не осведомлен в вопросах вот этой боли, поэтому я рекомендую, любая боль, которая длится более 2 часов, все, мы вызываем скорую помощь, и скорая пускай на месте определяет, оставляет вас дома или забирает в больницу, потому что лучше не рисковать с этой историей. 2 часа себе можно дать интервал, через 2 часа все, не надо больше играться в эти игры, вызываем скорую и при необходимости в больницу. Классный совет, доктор, большое спасибо. Я очень люблю, когда у нас врачи дают конкретное время. Да, за это прям отдельное от меня. Хорошо, не могу вас отпустить, не спросив о следующем после праздника дне. Итак, у нас есть 2 совета. Следующий день после праздничного застолья лучше всего сделать разгрузочным. Эффективнее будет кефирный или творожный. Через каждые 2 часа выпивайте 1 стакан, ну, видимо, или съедайте творог. В течение дня получится 6-8 стаканов или порций творога. Что скажете? Ну, в целом, если вот человек, да, такой, все, сегодня у меня разгрузочный день, это в целом безопасно? Это в целом безопасно само по себе, но просто тут опять же заключается вопрос, а для чего мы это все делаем, да? К примеру, если у человека, вот у этого, который решил осуществить разгрузочный день, не будет он кефир и творог есть целый день, а у него непереносимость лактозы какая-нибудь, ну от этого и лучшим от этого не станет. Просто я бы, наверное, рекомендовал, что универсальные советы здесь для всех людей больше, чем вот эти вот творожно какие-то кефирные дни.
сбалансировать свой рацион стараться. Вот если мы понимаем, что там с утра можно съесть, допустим, опять же, не салата про вчерашнего, да, а, например, можно съесть какую-нибудь овсяночку, например, пускай это будет. Понятное дело, что не очень празднично, но, по крайней мере, вы не будете сильно нагружать свой желудочно-кишечный тракт. Если мы говорим, опять же, что мы с утра уже просыпаемся и идем за ложкой оливье, то применим тот же совет, который я давал выше. То есть балансировать это свежими продуктами какими-то, огурцы, помидоры. Вот, разгрузочные дни можно устраивать в целом, но если вы любите это делать, если особо не любите, просто старайтесь уравновесить свой рацион. Все, на самом деле здесь никаких таких принципиальных советов, что что-то пить, есть там особенное, нет. Слушайте, очень классные советы на самом деле, и я бы еще спросила вот лично от себя, просыпаясь 1 числа и понимая, что вот не в состоянии ты встать с кровати, можно ли как-то себе помочь медикаментозно? Во-первых, от головной боли какой-то, да, потому что перебрал, во-вторых, от тяжести в животе. Есть ли какие-то вот чудо-средства? А смотрите, все зависит на самом деле от человека. Вот если я перебрал, то все, у меня день выпадает следующий. Ну абсолютно, потому что у меня не лезет ни таблетка, ничего. То есть если только капельницу ставить, возможно, мне полегчает. Но я так не пробовал делать. Вот, поэтому, если, допустим, болит голова и желудок принимает обезболивающее любое, пожалуйста, выпейте. Если не принимает желудок... Ну, то есть, вот моя ситуация, я лежу там до 3 дня, отхожу просто, все, и потом я становлюсь человеком. Вот. Опохмеляться я никому не рекомендую абсолютно. То есть, кроме людей, которые находятся в каком-то запое длительном, потому что для них резкий отказ от алкоголя может быть, соответственно, спровоцирован психиатрическими уже нарушениями различными. Поэтому для них такой резкий отказ это нет. А если вы просто однократно перебрали, понимаете, что вам плохо, лучше без похмелья, лучше... То есть, что вы можете? Во-первых, вам надо восполнять водно-электролитный баланс. То есть, это, условно говоря, либо препарат как типа регидрон, либо классический наш рассол, собственно, мы используем. Вот. Но вообще, в целом, в аптечку регидрон лучше положить на самом деле, потому что он помогает не только при кишечных отравлениях, но и всегда, когда мы какое-то отравление получаем. Вот, и поэтому при инфекциях, при отравлениях можем использовать обезболивающие препараты, да, любые, там, ибупрофен, опять же, нурофен, там, и так далее, что это нимесил, тот же самый, от головной боли, если принимает. Если вы в диком приступе мигрени, то тут уже препарат, который вам назначал доктор, надо использовать, потому что там есть триптаны, есть антидепрессанты, соответственно, и другие препараты, которые человек, он сам знает, что он принимает, в общем, тут я не буду такого ничего говорить. Вот, и от тяжести в животе, опять же, вы принимаете любые спазмолитики, ножпа, дюспоталин, бускопан, дицетел и так далее. Вот, побольше пить воды, поменьше и жирного на следующий день, если такое произошло. Жирного и вздувающего так сильно. Скажем, такой, условно говоря, вот что называется разгрузочный день, да, вот этот такой. То есть стараемся вот с помощью нашего доктора Киселя есть сбалансированно. Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у программы «На здоровье» был гастроэнтеролог Александр Приказчиков. Доктор, большое вам спасибо. Спасибо, что позвали. Поздравляю с наступающим вас Новым годом. Дорогие друзья, ну и мы, конечно же, тоже поздравляем вас с наступающим Новым годом. Я желаю, чтобы ваш новогодний стол был вкусным и праздничным. А еще я желаю вам крепкого здоровья. Если у вас остались вопросы относительно здоровья желудочно-кишечного тракта, и вы хотели бы, чтобы мы обсудили эти вопросы с нашим доктором, обязательно пишите нам об этом в комментариях. И будьте здоровы. Пока-пока.